В национальном парке Крюгер тишина — это не отсутствие звука, а сложная симфония. Это треск сухой ветки под копытом импалы, далекое ворчание грозы и неумолчный хор цикад. Но в тот знойный полдень тишина была разорвана звуком, которому не было места в дикой природе. Это был тяжелый, мерный скрежет. Металл о камень, металл о сухую, растрескавшуюся землю. Звук был настолько чужеродным, что стая грифов, кружившая над зарослями акаций, испуганно взмыла выше, а старый самец леопарда, только что затащивший добычу на дерево, замер, прижав уши. Марк, волонтер-зоолог с 30-летним стажем, чье лицо напоминало потрескавшуюся кору баобаба, медленно поднял бинокль. Его руки, привыкшие к укусам насекомых и рукояткам джипов, внезапно дрогнули. Он видел в этих краях многое: последствия засухи, жестокие схватки за территорию, даже следы браконьерских набегов. Но это зрелище не укладывалось в рамки естественного порядка вещей. «Боже мой!» — выдохнул он. В окулярах бинокля среди выжженной солнцем травы медленно двигалась фигура. Это был огромный лев. Его грива, когда-то величественная и черная, свалялась в грязные колтуны, перемешанные с репьями и засохшей кровью. Одно ухо было разорвано, старый след от когтей конкурента или гиены. Но ужас вызывало не это. Лев шел, едва переставляя исхудавшие лапы, а за ним, словно проклятие из забытых легенд, тянулась массивная ржавая цепь. Каждое звено было толщиной в человеческий палец. Она не была привязана к нему, она была частью его. Стальное кольцо, вваренное в грубый ошейник, за долгие годы вросло в плоть. Кожа вокруг металла вздулась багровыми рубцами, шерсть на шее была вытерта до самого основания. «Марк, посмотри на его шею», — прошептал Том, молодой ассистент, судорожно сжимая камеру. Ошейник ушел глубоко под кожу. Как он вообще умудряется дышать с таким грузом? Каждое движение должно причинять ему адскую боль. Он не просто дышит. Он выживает на одном лишь упрямстве, — глухо ответил Марк. Его взгляд был прикован к кустам акации, которые колыхались позади льва. Цепь уходила туда, в густую тень, и, судя по тому, как тяжело лев подавался вперед, груз на том конце был огромен. И самое страшное здесь не ошейник, Том, а то, что скрыто на другом конце этой цепи. Команда следовала за львом, которого они между собой прозвали «Железным королем», 4 суток. Это была мучительная экспедиция. Они видели, как лев пытался охотиться. Задача заведомо обреченная на провал. Стоило ему сделать резкий рывок, как тяжелая цепь с лязгом цеплялась за камни или корни, сбивая его с ног и впиваясь металлом в израненную шею. Он падал, задыхаясь, рыл землю когтями от бессилия, но снова вставал и продолжал свой путь. Он питался жалкими обедками. Доедал то, что оставили после себя прайды или леопарды. Несколько раз на него нападали гиены, чувствуя его слабость и ограниченность в маневрах. Обычно львы презирают этих падальщиков, но Железный король был в невыгодном положении. Цепь сковывала его движение, не давая возможности развернуться для удара лапой. Марк наблюдал в ночной визор, как лев спал. Он не мог свернуться клубком, как делают кошки. Он лежал, вытянувшись, а его взгляд даже во сне казался прикованным к тому, что находилось за его спиной. «Он не уходит далеко от кустов», — заметил Том на 3-ю ночь, когда они дежурили в джипе. «Он ходит кругами, как будто привязан к этому месту не только физически, словно он охраняет какую-то невидимую границу». «Скоро узнаем», — ответил Марк, потирая усталые глаза. «Он на пределе. Организм истощен, сердце не выдержит такой нагрузки долго.
Если мы не вмешаемся завтра, саванна заберет его. На 4-й день у края старой заброшенной шахты лев рухнул. Это не был запланированный отдых. Он просто шел, его лапы подогнулись, и он завалился на бок, подняв облако рыжей пыли. Его дыхание стало прерывистым и хриплым, с металлическим присвистом. Металл ошейника раскалился на беспощадном солнце, и казалось, что лев больше никогда не поднимется. Марк действовал быстро. Ветеринарная группа, вызванная по рации, ввела транквилизатор с помощью дротика. Когда огромная голова хищника наконец бессильно опустилась на песок, наступил момент истины. «Прикрой меня», — бросил Марк тому. Он взял аккумуляторную пилу и, стараясь не смотреть на ужасающие раны на шее зверя, пошел вдоль ржавых звеньев вглубь колючих зарослей. Цепь была натянута струной. Она уходила под поваленное дерево марула, заваленное сухими ветками, пылью и колючками. Раздвинув ветки, Марк вскрикнул и замер. Пила едва не выпала из его огрубевших рук. Воздух здесь был тяжелым, пропитанным запахом тлена из старого железа. В пыли среди переплетенных корней лежали иссохшие останки второго льва. Это был скелет, частично обтянутый пергаментной шкурой, но по строению черепа и размеру костей было ясно. Это был его брат-близнец. Другой конец цепи заканчивался таким же вросшим ошейником на истлевшей шее мертвого брата. Марк опустился на колени. Картина прояснилась во всей своей чудовищной полноте. Позже, исследуя обрывки слухов и старые полицейские отчеты о закрытии нелегальных зверинцев, они восстановили эту историю. Эти львы были жертвами человеческой прихоти. Рожденные в неволе для контактного зоопарка, они были скованы вместе еще львятами. Владелец, безумный делец, хотел создать сиамских близнецов саванны для привлечения туристов. Сталь была их первой колыбелью. Они росли, и их тела поглощали металл, превращая его в часть своего скелета. Когда бизнес прогорел, а полиция нагрянула с проверками, владелец просто вывез товар в пустоши и бросил. Львы, не знавшие свободы, были обречены. Но они выжили. Невероятно, но они научились охотиться вдвоем. Они стали единым механизмом смерти, пока не случилась беда. Полгода назад один из братьев попал в стальной капкан браконьеров. Трос захлестнулся на задней лапе, а мощные пружины раздробили кость. Живой брат не ушел. Он неделями сидел рядом, рыча на любого, кто приближался. Он пытался перегрызть стальные тросы капкана, сокрушая собственные клыки. Он освободил брата из капкана, но не смог освободить его от цепи, соединяющей их шеи. Когда раненый брат умер от гангрены, и жажды выживший не оставил его. Он волочил за собой мертвое тело, защищая его от стервятников и гиен. Он не позволял природе забрать то, что принадлежало ему. Месяцы он тащил за собой кости своего единственного друга, пока смерть Мата не превратила их общую ношу в страшный груз праха. В тишине у заброшенной шахты раздался визг пилы. Снопы искр летели во все стороны, когда Марк перерезал последнее звено. «Покойся с миром, храбрец», — прошептал зоолог, глядя на останки второго льва. Команда работала быстро и слаженно. Они вырыли глубокую могилу под старым деревом. Останки брата были преданы земле там, где его больше не достанут ни зубы падальщиков, ни жадность людей. Марк лично положил на могилу несколько крупных камней, чтобы защитить покой павшего воина. Затем началась самая сложная часть — операция на живом короле. Хирурги осторожно срезали вросшую сталь.
Металл выходил с трудом, буквально выдираясь из плоти, которая пыталась его удержать. Когда последний кусок ржавой цепи упал в пыль с тяжелым стуком, Марк увидел нечто удивительное. Грудь спящего льва расправилась. Его дыхание стало глубоким, ровным, свободным от того хрипа, который преследовал его месяцы. Очистив раны и наложив антибиотики, ветеринары отступили. Прошло несколько часов. Золотой час Африки окрасил саванну в багряные тона. Железный король шевельнулся. Его веки дрогнули, и он медленно поднял голову. По привычке он напряг мышцы шеи, ожидая знакомого, удушающего сопротивления и звона металла. Но была лишь тишина и пугающая, непривычная легкость. Лев встал. Его пошатывало от действия лекарств, но он стоял. Он резко обернулся, ища глазами свою ношу. Там, где раньше тянулись кости и цепь, теперь была только чистая, примятая трава. Он подошел к месту, где был похоронен его брат, и долго стоял там, вдыхая запах свежевырытой земли. Он не зарычал. Это был короткий, гортанный звук, тихий прощальный стон. А затем, впервые за всю свою взрослую жизнь, Железный король пошел вперед один. С каждым шагом его походка становилась все увереннее. Он больше не сутулился под грузом, его плечи расправились, а грива, хоть и израненная, снова ловила ветер. Он уходил вглубь саванны, к горизонту, где заходило солнце. За ним больше не тянулась полоса взрытой земли. Только одинокие следы могучих лап на песке. Эта история напоминает нам, что даже в самом суровом мире есть место для верности, превосходящей смерть. Если судьба Железного короля тронула ваше сердце, поставьте лайк под этим видео. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые авторские истории, которые выходят у нас каждый день. Ваша поддержка помогает нам находить и рассказывать такие легенды.